Сегодня они с женой поздно поужинали и также поздно легли спать. Старый лесник Георгий был уже давно на заслуженном отдыхе, поэтому и позволял себе поспать по утрам подольше. Наломался и наработался он за всю свою долгую жизнь так, что и вспомнить страшно. Сегодня они с бабушкой допоздна засиделись у телевизора, Штирлица смотрели в 100 раз. Радио, газеты и телевизор – единственное развлечение деревенскому жителю зимой. В избе было натоплено и жарко. Георгий даже ругался на жену, что печь перетопила на ночь, тяжело будет спать. Только улеглись, прижались друг к дружке, в сенях от чего-то забеспокоился пес, разбудил хозяев громким лаем. В деревнях зимой всегда боялись волков, а потому берегли скот и собак на ночь запирали либо в сарае, либо в доме. Правда, сейчас уже был март, но в суровых краях это считалось еще зимой. У лесника с женой не было скотины, а вот собаку полкана на всякий случай все-таки прятали от греха подальше. Да и вообще, места здесь глухие, может и медведь к деревне подойти, и беглые заключенные порой в лесах объявляются, так что береженого Бог бережет. «Лежи», — скомандовал Георгий жене, — «пойду гляну, что там». Он сунул ноги в валенки, накинул на плечи ватник, снял с крючка охотничье ружье и вышел в сени. «Весна, наверное, манит бедолагу на игрище и гулянки», — подумал старый лесник, увидев, как пес вертится и не может ни секунды стоять на месте. «Но чего ты развлекался, полкан?» — спросил он пса, который всем своим видом давал понять, что очень взволнован. Вышли во двор, пес ринулся прямиком к сараю, нетерпеливо повизгивая, замахал хвостом. «Ну вот еще. Что же там стряслось, полкаша? Кого принесло к нам на ночь глядя?» — спросил Георгий. Он медленно подошел к сараю. Дверь была приоткрыта. Старик дулом ружья распахнул ее настежь и осмотрелся вокруг. В сарае было темно, но когда дверь открылась, то свет из окон избы осветил усыпанный сеном пол, на котором лежал какой-то крупный зверь. Она лежала на боку и тяжело дышала. Ее раздувшиеся бока ходили ходуном. В марте у волков время производить на свет потомство, кому как Георгию, всю жизнь проработавшему в лесу с дикими зверями, не знать этого. Пришлось полкана снова запереть в сенях, чтобы не мешал. Волчица тем временем не подавала никаких признаков беспокойства или страха. Видимо, острая нужда заставила хищницу искать помощи у человека, подумал лесник. Он подошел ближе и увидел, что у волчицы рана. Опять браконьеры распоясались, подумал бывший лесник. Ремни они таких вольностей себе не позволяли, если только какие-нибудь залетные. Но и с ними у Георгия всегда был разговор короткий. Старик сел, чтобы повнимательнее рассмотреть у волчицы рану. Слава богу, она оказалась не от пули, скорее всего, где-то об острый сучок или ветку поранилась, но обработать ее все же было нужно. «А господи, да это же старая знакомая!» Лесник заметил на груди у волчицы большое черное пятно. Он уже встречался с ней когда-то в лесу, только в ту их встречу она была еще не смышленым волчонком. Когда 3 пьяных браконьера измотали бедное животное. Что-то на земле их очень заманило и веселило. Они громко ржали на весь лес. Как им удалось выловить его, Георгий не знал. Видимо, любопытство увело волчонка далеко от логова, и он попался в руки пьяным извергам. А Танеи решили попугать бедное животное. Георгий подошел ближе. Явно не местные браконьеры. Рядом стоял их уазик. «Что здесь происходит?» — повысил голос лесник. И они при виде сердитого бородатого охотника расступились. Георгий увидела оскаленного волчонка, которому было не больше 2 месяцев. Он рычал, повизгивал и трясся от страха под сеткой, которую они на него накинули. Лесник выругался, не жалея крепких слов, и посоветовал всей троице убраться по добру по здорову. Он щелкнул затвором ружья и, прицеливаясь, продырявил заднее колесо машины. «У вас ровно 10 минут, чтобы поставить запаску и уехать отсюда. Я с вами церемониться не буду, время пошло», — добавил он и снова передернул затвор, проклиная все на свете. Мужики сочли за благо побыстрее удалиться.
И действительно, не прошло и 10 минут, как они сделали ноги. Лесник скинул сетку с бедного перепуганного волчонка, и тот быстро убежал в чащу. Да, давно это было, лет 10 назад. И вот они опять встретились. Из маленького перепуганного зверька волчонок превратился в красавицу-самку. Значит, она не забыла старого лесника. Георгий вернулся в дом и позвал жену. «Одевайся, Дуня, нужна твоя помощь. Это там, по твоей бабьей части». Дуня когда-то работала медсестрой, а еще женщина прекрасно разбиралась в снадобьях и знала, какой отвар и при какой хворе надобен. Ну, естественно, роды – это уж точно не мужского ума дело. «Я боюсь, а вдруг она меня укусит», – сказала Дуня, одеваясь потеплее. «Больно ей надо тебя кусать, глупая ты баба», – ворчал лесник. «Не для того она к нам в сарай пожаловала. Ей помощь наша нужна». Умело промыв рану волчицы, Дуня наложила повязку и какую-то лечебную мазь собственного приготовления. «Ну вот, теперь все заживет, как на собаке», – заверила она мужа. «А роды? Глупый ты мужик», – изрительно подколола мужа женщина. «Роды придут сами в срок, когда им и положено. Здесь уже, надеюсь, моя помощь не понадобится. Природа сама все сделает. Так что давай оставим ее в покое, это сейчас ей необходимо». Лесная гостья к утру уже освоилась и чувствовала себя гораздо лучше. Утром Дуня пошла в поселок за молоком для волчицы. Жили они с мужем на отшибе, почти у самого леса. Может быть, поэтому волчица пришла в их сарай, а может, действительно помнила, как когда-то Георгий ее спас. У магазина жена лесника услышала новость, что накануне браконьеры в лесу перебили волчью стаю. Вот значит оно как. Аняла женщина, волчица не просто так пришла к ним за помощью, она спасала себя от охотников и свое потомство. Дуня спешила поскорее добраться домой, чтобы покормить обессиленную волчицу молоком. Раскрыв дверь сарая, она увидела, что у серой хищницы начались роды. Один малыш уже копошился под брюхом у матери. Убедившись, что волчица со своей природной функцией справляется сама, Дуня оставила миску с молоком и ушла в избу. Роды, правда, прошли тяжело, изрядно измотав волчицу. «Ну кому легко?» – подумала Дуня, всем бабам без исключения тяжело рожать. На свет волчица произвела 4 здоровеньких волчат. При виде копошащихся и урчащих серых комочков у женщины навернулись слезы. Волчица лежала на боку, обессиленная событиями последней ночи. Теперь в ее жизни появились новые хлопоты, и у Дуни с Афанасием тоже забот прибавилось. Несколько месяцев им нужно было кормить волчье семейство, да так, чтобы никто в деревне этого не знал. Равда, волчица, как только поправилась и набралась сил, сама стала отлучаться в лес. Отсутствовала серая мамаша обычно недолго. Вероятнее всего, она охотилась, ведь всегда возвращалась домой с добычей. Еды, добытой волчицей, хватало всем, даже полкану, который постепенно смирился с тем, что в сарае живет волчья стая, и даже стал охранять новых жильцов, грозно лая на всех, кто пытался подойти к их двору. Прошло немного времени, и когда снег растаял, волчица покинула старый сарай и увела за собой свою стаю. Но своих спасителей она не забывала, и часто Георгий обнаруживал на пороге дома разную дичь. Это были подношения ему и его жене от благородного зверя. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.